Девы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Смотрим, анализируем предстоящий событийный ряд и делаем акцент на наиболее значимых аспектах. Итак, помогут нам сегодня в этом Шок Трайб Таро, а также Ленорман Силуэт. Совместно с вами читаем карты, потому что по визуальному ряду вам идти будет еще дополнительно своя индивидуальная информация, поэтому обращайте на это внимание. Входите совместно в поток, читайте арканы. Итак, что же вам приготовит ноябрь? Общие энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, арканы все перед вами. Приступаем. Итак, девы, общие энергии месяца. У вас здесь ложится аркан умеренность. Карта баланса, состояние покоя, зоны комфорта и некого такого расслабления. Возможно, у вас в ноябре отпуск, отдых или, может быть, запланированы какие-то мероприятия, санаторно-курортное лечение. А в целом карта умеренности очень часто говорит о желании создания баланса в своей жизни. То есть для кого-то это вопросы детоксикации, чисток, как чисток от токсинов, так и в целом чисток энергетических. Опять же, баланс в потреблении пищи или снизить зависимость от пагубных привычек, будь это табакокурение, у кого-то алкоголь. Для кого-то наладить режим сна, то есть бодрствования и, соответственно, отдыха. Потому что здесь, если мы посмотрим по аркану умеренности, то есть, чтобы все было в зоне комфорта. Еще эта карта показывает, что вам необходимо центрировать энергию. То есть для кого-то это могут быть массажи, йога, пилатес, все то, что позволяет вам расслабиться и вашу энергию аккумулировать. Поэтому здесь действительно очень такой важный, значимый месяц, потому что мы видим, у нас здесь ложится старший аркан. И я дотягиваю, чего он будет конкретно касаться. Здесь падает у нас карта шестерка монет. Во-первых, это баланс доходов и расходов. Во-вторых, это баланс, это помогать и оказывать, в принципе, помощь, содействие только тем, кто о вас об этом просит, тем, кто нуждается. И еще такой момент, это такая позиция «помоги себе сам». То есть если вы чувствуете, что вы уже выгораете как спичка, нужен отдых, нужна пауза, не угнаться, не объять необъятное, то здесь, может быть, кто-то будет брать за свой счет отпуск, если вы наемный сотрудник, или если у вас свое дело, то, знаете, немножко притормозить лошадей. Почему? Потому что понимаете, что уже не успеваете, и нужна какая-то, вот знаете, как возможность восстановить свои силы. Если смотреть ситуацию с точки зрения работы. На работу у вас ложится туз мечей. Это прекрасная карта, объясню почему. Потому что для вас это, с одной стороны, как эврика, новая идея, новые возможности, решение проблем или новый подход к решению какой-то ситуации. Опять же, здесь может быть вопрос легализации каких-то нюансов. Или, допустим, вы работали, получали заработную плату в конверте, теперь официально оформились. Или, в принципе, решили какие-то наболевшие ситуации, связанные с вашей работой. Поэтому давайте смотреть, о чем же здесь конкретно будет идти речь. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, здесь туз мечей, шестерка мечей – это идея поиска дистанционного заработка, подработки, которая, по сути, вас не привязывает к месту, возможно, даже к времени, и позволяет лавировать, то есть быть фрилансером, как следствие работать себе в свое удовольствие. То есть вы будете озадачены этими вещами. Для тех, кто у нас является соискателем, то туз мечей и здесь туз чаш, два туза в связке, но это, конечно, Вселенная благоволит вам, потому что это карта трудоустройства. Это ситуация, когда таким образом складываются обстоятельства, когда удача идет вам в руку, поэтому пользуйтесь этим моментом. Если смотреть, анализировать ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то туз мечей и четверка чаш. Это, возможно, честно ответить самим себе на вопрос, стоит ли вам оставаться на текущем предприятии, потому что четверка чаш – это выгорание, эмоциональное, физическое, ментальное. И для некоторых из вас правильным решением будет уйти в отпуск за свой счет, или если у вас есть отпускные дни, взять их и использовать, для того, чтобы и восстановиться, и понять, имеет ли смысл вам здесь оставаться, или уже здесь нечего ловить, и нужно искать себе альтернативу. То есть это больше как найти ответы на свои вопросы и определиться, куда вам двигаться дальше.
Если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то туз мечей, король мечей – это решать вопросы правового порядка. То есть для кого-то получение лицензии, для кого-то каких-то документов, справок или перевыпуск, обновление документов. Это ситуация, когда вы проходите какие-либо проверки, будь то налоговая, СС, МЧС и прочие вещи. То есть и у вас здесь все легко, все комфортно. Да, это может быть без предупреждения, но карты вам уже дают такую информацию. Поэтому в ноябре велика вероятность проверок. Если знаете о каких-то своих там проблемах, пробелах, косяках, подтяните, так сказать, все вот эти нюансы, чтобы в ноябре вы были во всеоружии и у вас все прошло с легкостью. И если будем смотреть ситуацию с точки зрения финансов. На финансы у вас ложится королева монет. Ну, во-первых, это финансовое благополучие, это благосостояние. И, конечно же, здесь может быть помощь, поддержка, какая-то протекция от женщины земной стихии, телец, дева или козерог, или просто женщина состоявшаяся, статусная, которая может вам занять денег, если вам необходимо, или подсказать, как заработать, или, может быть, замотивировать, потому что здесь это не обязательно, что вам пришли и деньги дали, хотя, может быть, и такой вариант. Ну, может быть, кому-то вернули долг, кому-то действительно помог какой-то спонсор или меценат, но в целом это структура, это возможность, это идея, которую вам дают, при помощи которой заработать. Поэтому здесь хватайте этот шанс. Если анализировать вопрос здоровья, здесь падает аркан справедливость. Что посеешь, что пожнешь. Как себе относились к своему состоянию здоровья, то и получаете в ответ. Но, конечно же, в первую очередь, на что нужно обратить внимание по аркану справедливость. Это вопросы легких. То есть, соответственно, респираторные заболевания могут потревожить вас в ноябре месяце и глаза. Поэтому, если у кого-то сильно падает зрение или есть проблемы со зрением или просто с глазами, не затягивайте с этим, обязательно своевременно обращайтесь к врачу. Опять же, справедливость может быть еще указанием просто на плановый чекап-лист, прохождение диагностики, как следствие вы по полочкам проверяете, все ли у вас там в порядке. Вопросы личной жизни. У вас здесь ложится тройка монет. Ну, для кого-то это такая ситуация, когда, как я говорю, замужем за работой, не до личной жизни, но у кого-то может идти ситуация от обратного. Это вопрос служебного романа. Так это или нет, давайте смотреть, прояснять ситуацию и делать выводы. Для тех, кто у нас свободен, здесь у нас ложится тройка монет и семерка мечей. Здесь будьте осторожны, бдительны, потому что кто-то будет пытаться с вами флиртовать, налаживать мосты с той целью, чтобы каким-то образом получить от вас связи, контакты, возможности или за ваш счет продвинуться по карьерной лестнице. То есть будьте здесь бдительны, потому что человек, который будет пытаться идти с вами в отношения, то есть это не искреннее проявление эмоций, здесь корыстные мотивы. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то тройка монет и паж мечей. Это попытки проверки вашего партнера или партнерши. Не могу сказать, что на верность. Давайте скажу так. Насколько человек ради вас готов что-то поменять в своих планах, в действиях. Потому что здесь это проверить человека на поступки. Ну, по принципу, я там заболела. Как человек себя будет вести, то есть проявит какое-то участие, там, не знаю, поможет ли вам купить лекарство или приедет вас проведает. То есть это попытки именно проверить в каких-то бытовых таких аспектах, не особо важных, но тем не менее эти ситуации дадут вам ответы на многие вопросы. И вы поймете, насколько эти отношения являются искренними, насколько человек ради вас готов поменять свои планы и стоит ли в эти отношения вообще вам вкладываться и их продолжать. Если же вы в стабильных союзах, то тройка монет и восьмерка мечей. Здесь может не хватать времени, внимания, ласки по отношению друг к другу, потому что вы ограничены. Ограничены по тройке монет работой. То есть какие-то сроки, в которые нужно сдать работу, проекты, какие-то нюансы. То есть подогнать все дела. И действительно будьте здесь как загнанная лошадь. Уж как есть. Конечно же, это может быть еще активная работа над собой, над своей моделью поведения в отношениях. Почему? Потому что восьмерка мечей – это аскеза. Вот я отказываюсь от чего-то там во имя партнера или партнерши. Там, все, я бросаю курить. Там, или я бросаю там, выпивать. То есть у каждого там свое. Или я бросаю, может быть,
частые встречи с друзьями. Будут там только, допустим, там по выходным, по праздникам. Ну, то есть здесь отказаться от партнера или партнерши во благо чего-то. То есть это будет еще такая тяжелая, кропотливая работа над самим собой или самой собой во имя ваших отношений. Если смотреть рекомендацию, ну, по 9 чаш, здесь жизнь полная чаша, это, как говорят карты, отдыхайте, ловите момент, восстанавливайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью, потому что эта карта у нас любви, физических удовольствий, гастрономических удовольствий. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, на отдых, то обязательно себя побалуйте чем-нибудь прекрасным. И в целом это ловить счастье в каждой минуте, в каждом моменте. Это понимать, ради чего вы живете, любить то, что вы имеете, и ценить это. Потому что здесь это наполняться. Вот к чему вас призывают Таро в ноябре. Смотрим неожиданность периода. Что у вас здесь? Итак. Птицы, аист, ключ. Шикарные карты. Почему? Потому что, кстати, на колоду у вас падает карта развилка, карта какого-то значимого выбора. А именно, и здесь придут какие-то новости, известия, которые для вас будут ключевыми, которые многое могут в жизни поменять, дать подсказку, совет, кому-то волшебный пинок под зад для того, чтобы решить какие-то вопросы. Или если вы не могли определиться с выбором, ну, по принципу ехать, не ехать, оставаться, не оставаться, уходить с текущей работы или нет, или выстраивать там с кем-то отношения или нет, то в ноябре таковым образом придет информация, что все вот эти вот дилеммы, они отпадут. И решение придет само по себе. Причем оно будет выверенным, важным для вас и значимым. Что ж, так и закроем. А от вас буду ждать обратной связи по прошествии периода, чтобы сопоставить с тем, что есть по факту и как отыгрывается информация. Поэтому, если будет возможность, найдите минутку и черкните пару строк. Ну а я вам закрою все таковым образом, чтобы вся информация шла только в плюс и отыгрывались положительные события. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.